Если у тебя нету энергии, нету либидо, жир липнет к животу, а мотивация работает как бюджетный китайский смартфон, возможно, проблема не в характере, не в возрасте и не в том, что ты обленился. Очень часто ты просто сам своими же привычками раз за разом убиваешь собственный тестостерон. И самое смешное, что большинство мужчин потом пытаются это лечить женьшенем, трибулусом и другими бесполезными добавками с Валберес. С тобой, как всегда, Алексей Кот. Подписывайся на этот канал, ставь лайки, пиши комментарии. Иначе, как и в прошлый раз, больше месяца не будет полезного контента про здоровье, про фитнес и про добавки. Ты что, нам угрожаешь? Солдат, я не угрожаю. Я рекомендую. Короче, подписывайся, забирай мою фитнес-базу в телеграм-канале и погнали. Ну а в этом видео разберем 7 привычек, которые убивают твой тестостерон. И если ты узнаешь себя в 2 или в 3 из них, не удивляйся, что ты не похож на мужика с рекламного плаката. Вообще, тестостерон — это не про конский стояк и любовь к приседаниям. Это про энергию, про восстановление, про либидо, про мотивацию, уверенность в себе, нормальную композицию тела, нормальное настроение, нормальную психику и ощущение, что ты еще живой. Когда тестостерон в порядке, тебе легче тренироваться, легче вставать по утрам, легче держать дефицит калорий, легче общаться с девушками и людьми в целом, легче быть собранным и продуктивным. Ну а когда теста мало, ты становишься мягче во всех смыслах, и физически, и ментально. И первая привычка, которая убьет твой тестостерон быстрее, чем Валберес доставит тебе очередной тестобустер, это недосып. Сон — это вообще база. На нормальном сне завязано буквально все. Восстановление нервной системы, чувствительность к инсулину, уровень кортизола, твой аппетит, настроение, анаболизм и гормональный фон. Ты можешь идеально есть, идеально тренироваться, принимать правильные добавки. Но если ты спишь по 5-6 часов в день или листаешь рилсы до 2 часов ночи, то твой тестостерон будет как у 12-летней девочки. И когда ты хронически не досыпаешь, у тебя растет кортизол, падает чувствительность к дофамину, ухудшается восстановление и растет воспаление. Тебя сильнее тянет на сладкое, на жирное, на всякую дерьмовую еду. А весь организм начинает работать в режиме выживания. Но в режиме выживания, как ты понимаешь, телу не очень интересно делать тебя сильным, бодрым и сексуально активным. Отсюда и практические симптомы. Ты просыпаешься уже уставшим. У тебя нету нормальной утренней энергии. Ты хуже соображаешь, хуже тренируешься и чаще срываешься на вредную еду. Вообще, я рекомендую тебе посмотреть видео про сон на моем канале. Это прям подробный гайд, где я разбираю, как высыпаться по-настоящему, а не просто лежать с закрытыми глазами. И вторая привычка — это, конечно же, лишний жир. И тут очень важно понять одну неприятную вещь. Лишний жир — это не просто следствие низкого тестостерона. Это еще и причина снижения твоего тестостерона. То есть ты получаешь идеальный замкнутый круг для самоуничтожения. Жировая ткань — это не пассивный склад сала. Это гормонально активная ткань. Она влияет на воспаление, на чувствительность к инсулину, на метаболизм и на ароматизацию. То есть на превращение твоего тестостерона в эстрадиол, в женский половой гормон. Ну а дальше ты становишься еще более вялым, еще более отечным, еще менее мотивированным и еще быстрее набираешь этот противный лишний жир. И я вижу это постоянно в своей практике. Мужчины с лишним жиром постоянно жалуются на одно и то же. Нету энергии, постоянно хочется спать, тяжело сушиться, слабая либидо, настроение не очень, эрекция уже не та, что в молодости, а уверенности в себе все меньше. А дальше начинается любимый аттракцион любого русского мужика. Либо сослаться на возраст и расползаться дальше в ширину, либо начать колоть себя тестостерон, теша себя мыслями о том, что я не жирный, я пауэрлифтер. Кстати, именно поэтому у меня в личном ведении до результата одна из важнейших задач, и она же маркер того, что мы все делаем правильно, это не просто сжечь весь лишний жир, это еще и вернуть гормональную систему мужчины в норму. Вот, кстати, один из моих подопечных, которому мы подняли тестостерон более чем в 1,5 раза.
Больше, наверное, вот в настроении есть разница, не знаю. Ну, плюс еще вот энергии стало побольше, потому что, говорю, мне иногда даже ночью, вот время там 11 ночи, 12 час, а я даже спать не хочу, я вот готов идти, там, не знаю, там, хочешь в зал иди, хочешь работать, иди за компьютер. Не секретной добавкой и не уколом с маслом в задницу, а привычками, питанием, сжиганием лишнего жира и тренировками. Да, это всегда звучит менее привлекательно, чем супер добавка из Европы, но работает, к сожалению, только это. Если лишний жир сейчас твоя основная проблема, тогда обязательно посмотри вот это видео. В нем я рассказываю про секрет похудения без срывов, чтобы ты мог неделя за неделей и месяц за месяцем показывать хороший результат в жиросжигании и не срываться на вредную еду. Ну а третья вредная привычка, которая убивает твой тестостерон, это алкоголь и травка. И вот здесь люди очень любят врать себе. Ведь алкоголь считается для нас нормальным расслаблением, ну а травка вообще не котик. Хотя по факту и то, и другое очень часто работает как системный слив твоей энергии, твоего тестостерона и твоей нормальной мужской психики. Алкоголь значительно ухудшает качество сна. Даже если тебе кажется, что ты быстро засыпаешь, он усиливает воспаление, он ухудшает восстановление, он разгоняет аппетит и делает тебя более отечным и более мягким. И если это не один бокал раз в месяц, а постоянная привычка, то не надо потом удивляться, что твое либидо проседает, форма плывет, а мотивации нету. С копчением шишек все тоже не так весело. Да, это может субъективно расслаблять тебя, но у части людей травка снижает мотивацию, делает мышление более вязким, более тупым, бьет по режиму и дисциплине. Человек начинает жить в режиме «мне и так нормально», а тестостерон, как ты понимаешь, любит обратное. Активность, силу, движение вперед. К тому же с травкой ты чаще срываешься на вредную еду. Поэтому если ты регулярно употребляешь, ты просто химически кастрируешь себя и свою продуктивность. И четвертая привычка – это дефицит витаминов и минералов. И это та штука, которую огромное количество людей вообще не замечают. Большинство думает, раньше же наши родители как-то обходились без витаминов и минералов. Нет. Если у тебя рацион – это случайно подобранный набор продуктов, если ты не следишь за качеством своего питания, если ты мало бываешь на солнце, плохо спишь, стрессуешь и сидишь на дебильных диетах, а пельмени и протеиновые батончики – это норма твоего питания, это вовсе не нормально. И, скорее всего, ты находишься в дефицитах. Для нормальной гормональной функции мужчины важны как минимум витамин D, цинк, магний, селен, достаточное количество белка и правильных жиров. Если у тебя нету этих кирпичей, тогда твоему организму просто не из чего строить нормальную гормональную регуляцию. Витамин D завязан на кучу процессов, включая иммунитет, настроение и гормональный фон. Магний – это твоя нервная система, стрессоустойчивость и качество сна. Цинк – один из ключевых минералов, который нужен для производства тестостерона. Ну а белок и жиры – просто база, без которой ты не построишь вообще ничего. И вот тут любимая ошибка многих. Люди годами живут с симптомами развала, у них слабость, у них плохой сон, у них судороги, у них слабая либидо, у них туман в голове, слабое восстановление. И многие из них говорят, да это возраст. Нет, это не возраст, просто ты ни разу не залезал под капот, просто ты ни разу не менял масло в своей тачке и ни разу не заливал хорошего топлива. Кстати, очень крутой гайд по повышению тестостерона и либидо уже лежит в моей фитнес-базе, поэтому переходи по этому QR-коду или по ссылке в описании и забирай этот гайд абсолютно бесплатно. Ну а пятая привычка – это хронический стресс. И вот, пожалуй, это самый тихий убийца. Потому что многие уже настолько свыклись жить в стрессе, что даже не воспринимают его как какую-то серьезную проблему. Им кажется, что это просто взрослая жизнь. Работа, дедлайны, тревоги, кредиты, бесконечные уведомления на телефоне, плохой сон, проблемы в отношениях и бешеный ритм жизни. У всех же так. Да, у всех. Именно поэтому у всех такие убитые лица, либидо, психика и полностью отсутствует желание жить. Краткосрочный стресс – это нормальная адаптационная реакция, которая делает тебя сильнее. Но хронический стресс – это то, что тебя убивает. Организму просто нету дела до твоего либидо, до размножения, до радости жизни, если ему нужно, чтобы ты выжил. И если ты живешь с вечной тревогой и хроническим напряжением, даже все описанные выше привычки дадут тебе примерно столько же, сколько освежителя воздуха в сгоревшей квартире. Ну а шестая привычка – это отсутствие силовых тренировок.
Куда же без них? И вот здесь диванные философы очень любят рассказывать про то, что можно быть мужиком и без качалки. Да, конечно, можно. Но вопрос, каким мужиком ты будешь? Мужское тело любит нагрузку. Ему нужен сигнал, что ты должен быть сильным, должен быть выносливым, функциональным и способным переносить большое сопротивление. Это может быть любой спорт, но силовые тренировки – это один из самых мощных стимулов для улучшения композиции твоего тела. Улучшение чувствительности к инсулину, для регуляции работы нервной системы, твоей психики, твоего самоощущения и общего гормонального фона. И нет, я не говорю про то, что нужно убиваться в зале каждый день и жить под штангой. Если ты тренируешься как псих, без сна, без восстановления, без режима, это может нести обратный эффект. Но нормальные, грамотные, выстроенные силовые тренировки – это то, что большинству мужчин жизненно необходимо. Начни тренироваться. А лучше делай это железом. Ну и последняя привычка – это сидячий образ жизни. Абсолютная классика современного человека. Он поднимает жопу с дивана, только чтобы пересадить ее на унитаз, а потом пересадить ее обратно на диван, потом в машину, потом в офисное кресло, снова в машину и вечером снова на диван. И после этого он почему-то хочет иметь нормальный метаболизм, высокий уровень тестостерона, здоровую спину и бодрую голову. Даже если ты тренируешься 3, 4, 5 раз в неделю, но все остальное время живешь как мебель, забудь про высокий тестостерон. Низкая бытовая активность – это плохое кровообращение, это плохое давление, высокий уровень холестерина, низкая чувствительность к инсулину, высокое воспаление. Все это будет постепенно разрушать тебя. Было даже одно интересное исследование, в котором мужчины, которые ходили больше 10 тысяч шагов, имели тестостерон практически в 2 раза выше, чем мужчины, которые ходили менее 4000 шагов. Хотя, знаешь, даже 4000 шагов для многих это рекорд. Поэтому шажочки, лестницы, шагомеры, разминка каждый час, утренняя зарядка – это буквально фундамент для твоего метаболизма, для нормальной мужской гормональной системы. Порой человеку хватает не новой крутой программы тренировок, не банки протеина, а человеку не хватает просто привычки больше двигаться и не сидеть на жопе 14 часов подряд. И вот когда мы с тобой проговорили 7 основных пунктов, давай соберем их в общую картину. Если ты спишь как попало, без какого-либо режима, если у тебя есть лишний вес, ты на стрессе, ты выпиваешь, ты куришь, ты не тренируешься, ты весь день сидишь дома или на работе и живешь в дефиците важных микроэлементов, не следишь за своим питанием, то вряд ли у тебя будет высокий тестостерон, отличное самочувствие, высокая либидо и высокий уровень энергии. То есть очень часто проблема заключается не в том, что ты сломался или постарел, а в том, что ты сам создал себе такие условия, в которых высокий тестостерон твоему организму просто-напросто не нужен. Поэтому начни не с волшебных добавок, не с очередной статьи про траву древних викингов или какую-то добавку, которая сделает из тебя супергероя. Начни с базы. Нормальный сон, нормальный процент жира, меньше алкоголя и котиков, устранение дефицитов, хорошее правильное питание, силовые тренировки, больше движения в течение дня, ну и, конечно же, меньше хронического стресса. И если это видео было для тебя полезным, то обязательно подпишись на этот канал, ведь здесь я разбираю фитнес, здоровье, гормоны и добавки с научной точки зрения, без лишней душноты и сказок, для тех, кто хочет решить все одной волшебной пилюлей. И обязательно напиши в комментариях, какая из этих 7 привычек бьет по тебе сильнее всего, с чем тебе тяжелее всего бороться. И, конечно же, забирай мою бесплатную фитнес-базу в моем телеграм-канале, там уже есть куча крутых гайдов по повышению тестостерона, по анализам крови, по сну и по похудению. И это не мусор ради подписки, это реальная база, которая поможет тебе выстраивать систему для работы со своим здоровьем и своим телом. С тобой, как всегда, был Алексей Кот. Приводи в порядок не только свой пресс, не только свой внешний вид, но и свою гормональную систему. Увидимся в следующих видео.